это только начало пути. Так, условно, пробуждение. То есть, когда ты понимаешь, как быть не раковой клеткой. Вернее, ты начинаешь делать, уже действовать, чтобы не быть раковой клеткой. Действовать. И понимаешь, как это делать? Это становится твоей естественной потребностью. Понимаете, что происходит? А в уме мы тоже правильно поступаем, мы как-то стараемся быть хорошими людьми, но это в уме. То есть мы прилагаем для какие-то усилия, а здесь становится твоей потребностью. То есть ты иначе никак не можешь. Да это глупо. Ты сейчас стал более полезен для других, то есть пробуждение, оно связано с... оно приносит пользу окружающим, то есть ты что-то делаешь для мира больше, или это просто некое комфортное состояние, наоборот, ты больше успокоился, меньше делаешь? Я бы так ответил, что у нас вообще в практике все крутится вокруг помощи другим, что без помощи другим нету полноценного развития для самого себя. И какая-то инерция, какая-то скорость этого процесса, вовлечения в него, включенности в него, она была и до момента пробуждения. Собственно, эта включенность мне помогла проснуться. Но после того, как это произошло, то ушли какие-то такие барьеры, которые мешали мне включиться в это еще больше. То есть, например, всегда было что-то, что мне как-то не хотелось сделать, или мне было как-то лень, или еще что-то, да. А тут просто это испытав, я ощутил огромное желание, чтобы другие тоже это испытали. Это реально, ты просто понимаешь, что это такое счастье, и ты хочешь, чтобы другие тоже это испытали. И ты для этого готов делать все. Но поскольку уже все известно, что надо делать, то есть, пожалуйста, тут столько поля целое непаханное, да, то просто еще больше в степень включения в людей. Я это очень сильно отметил, и, кстати, отметили даже окружающие, что мне стало интересно то, что с другими происходит. То, что со мной, что тут не о чем переживать. Вообще ни о чем. Другие, это интересно, помочь другим, отдать. Да, конечно, я считаю, что я стал как-то полезнее. Слушай, слово на самом деле страшное, да, служение. Очень многих оно, в моем понимании, очень многих оно отталкивает. Потому что сразу человек думает о том, что все. Ни развлечений, ни жизни, я тут буду подметать за вами всю свою жизнь, но при этом вы меня еще как раба научите этому радоваться. Здесь речь идет совершенно о другом служении. Когда я осознаю себя как это происходящее пространство, когда я понимаю, что единственное, что я могу, единственная моя задача – это лучше и больше, качественнее проводить эту энергию, отдавать ее другим людям. И когда я понимаю, что у меня теперь вопрос стоит не в том, чтобы ее отдавать больше, но отдавать ее качественнее. То есть я начинаю самореализовываться за счет этого, потому что я ищу способ, как это сделать. Через свою профессию, через свое какое-то предназначение, напрямую через знания. То есть это какое-то очень невероятное творчество, и при этом в этом и есть суть этого служения. То есть теперь, что бы я ни делала, это и есть служение человеку. Твое взаимодействие, оно полноценное. И у тебя нет проблем с ответственностью, у тебя нет проблем с пониманием. Меняется качество просто взаимодействия с людьми. В разы становится лучше и проще. Яркое чувство, что нужно отдавать, служить, с которым я при всем желании бороться, наверное, бы не справился. Это присутствие иногда ощущается как любовь безусловная. Просто сидишь, и это каждую секунду это ощущение, что это оно дает этот момент, и все это для меня. И все это безусловно. Эта благодарность этому, она такая, что хочется всего себя туда отдать. И я чувствую, когда я отдаю, что я ближе к этому становлюсь, к самому ценному, что я сейчас ощущаю. После пробуждения человек понимает, что он понимает, что его природа
как бы безусловно, да, ему нужно делиться с другими людьми. Это уже не эгоистичное состояние такое. Сейчас он начинает понимать, что это нужно просто отдать. Потому что это природа такая, так она устроена. Все это отдать. И поэтому уже изначально люди направляются на то, чтобы жить в таком состоянии отдачи, в передаче знаний. Когда ты на этом пути трудишься, вкладываешься, то чем больше ты трудишься, вкладываешься, тем больше у тебя появляется сил и энергии. Ты спишь по 2 часа в день и как вертолетик. То есть ты понимаешь, чтобы тебе что-то как раз вот получить, тебе нужно отдать вот в этот мир. А по сути-то этот мир весь есть ты, и нету вот этой разделенности. И все прекрасно. И так оно и должно быть. То есть, может быть, как-то головой это немножко, ну вот умом, когда чуть погрузишься, это как-то непонятно, но это естественно. И вот в этом нет никаких сомнений, что так надо, это естественно, и вот. Это просто естественно и легко. Мне очень хочется, чтобы люди не страдали. Мне хочется им помочь. Нет повода. Жизнь столько всего содержит, переживаний, чувств, красок. Но люди просто хотят определенно, так, как они хотят. И я себя видела и там, и там. И сейчас я вижу, что вот это принятие как есть, это ключ. Это просто естественная потребность помочь тем, кто тоже устал от этого, устал от собственного страдания. Опять-таки, как человек, который в счастье, который влюблен, он хочет делиться этим состоянием, он просто его раздает. Он даже не спрашивает, ты там хочешь кусочек счастья или нет, он просто делится. Вот у меня сейчас такое состояние, что мне просто хочется делиться, и хочется как можно больше людей, чтобы жило в этой любви, безусловной любви, вот в этом счастье. Мне хочется, конечно, помочь людям, чтобы они жили в этом состоянии. Вот сейчас я, например, хочу зарабатывать денег не потому, что меня выгода лично интересует. Этот вопрос как-то ушел. Я не испытываю больше от этого дискомфорта. Но есть и есть. Много денег, хорошо. Ну, что в этом такого? Но хочется именно потому, что желание стало чистым. То есть это желание... Я понимаю, что если я буду много зарабатывать, я могу больше людям помочь. В окружающем, да, вот мире, да, я могу больше сделать чего-то полезного, реализовать какие-то задачи свои там и так далее. Это просто более здраво, как-то рационально подходишь к этому. Я просто отдаю то, что я чувствую, да, все, и взамен получаю еще больше, хотя взамен, в принципе, я ничего не жду. Сейчас мы брали вот интервью у твоей девушки Кати, пробужденной. Теперь я хочу у тебя спросить, как тебе живется с пробужденным человеком? Я раньше всегда думал, вот в чем разница между пробужденным и непробужденным. То есть там понятно, меньше человек в уме, легче живется, но это общие слова, которые ни о чем. Ну, для посторонних людей абсолютно ни о чем. И вот, когда она пробудилась, я действительно вот четко прочувствовал вот эту вот грань, то она сразу переключилась на отдачу. У нее действительно было огромное, бесконечное желание помогать, отдавать больше, чем получать, да, или вообще не было цели получать. И вот это вот очень чувствовалось. И первое время как-то приходилось, дело в том, что я тоже в практике, и, соответственно, я понимаю, что эти механизмы, они работают, и это нормально, так должно быть, но вот от такого резкого переключения я просто не ожидал. Вот, и приходилось привыкать. И спустя какое-то время то ли она акклиматизировалась, то ли мы как-то уже снова притерлись, и стало проще. После этого вот с ней жить стало намного легче, чем до этого. Вот это вот честно, это очень-очень ценно. Что теперь? А теперь нужно помогать другим просыпаться. Все так просто. Да.